Обсудим синдром хронической усталости. Если вы поищете о нем информацию, то узнаете, что его причина неизвестна. Это называется идиопатия, что означает «причина неизвестна». Физические упражнения его лишь усиливают. И во всех случаях, которые я знаю, люди плохо спали, и сон не улучшал их состояние. Они постоянно измождены, и нет анализов для диагностики этого состояния. Я сам этим страдал, когда мне было 20 с чем-то лет, и я не знал, что с этим делать. Внешне я не выглядел больным, но, вставая каждое утро, я чувствовал сильную усталость. И несмотря на дичайшие объемы кофе, я не мог толком проснуться. Я был в постоянном тумане, пытаясь найти что-то, что мне поможет. Я ехал по улице с женой и говорил: «Милая, вон аптека, давай зайдем, может, я куплю еще витаминов». Я пытался вернуть себе энергию. У меня вся кладовка была забита всякими добавками, и я не шучу. Я принимал по 150 таблеток в день, и ничего не помогало. Но прежде чем обсудить, что я сделал, чтобы с этим справиться, нажмите красную кнопку «Подписаться» и на значок колокольчика, чтобы получать уведомления обо всех моих новых видео. Кроме того, вы будете получать уведомления о предстоящих трансляциях вопросов и ответов, которые я провожу несколько раз в неделю. Итак, каковы основные симптомы синдрома хронической усталости? Правильно, хроническая усталость. Но есть и другие, которые помогут нам понять, в чем причина этой проблемы. Итак, потеря памяти. Болит горло. К этому еще вернемся. Увеличенные железы в подмышках и на шее. Вот здесь. Это тоже тревожный звоночек. Боль в суставах, головные боли. Вам не помогает сон, вы спите, но это не добавляет вам энергии. И крайняя изможденность. Итак, увеличенные железы и больное горло выдают нам причину. Одна из главных причин синдрома хронической усталости — скрытая вирусная инфекция. О вирусах нужно знать вот что. Вирус сам по себе не живой. Это завернутый в мешочек кусочек генетического материала, который активируется вашими собственными клетками. И вот что происходит. Когда ваша иммунная система побеждает вирусы и деактивирует их, они могут оставаться спящими много лет. А еще они могут выходить из ремиссии и становиться активными. Это называется латентный вирус. Самый частый вирус, вызывающий синдром хронической усталости, это вирус Эпштейна-Барр. Если у вас был мононуклеоз, то у вас есть вирус Эпштейна-Барр. У 90% населения Земли есть вирус Эпштейна-Барр. Он очень распространен. У меня самого он был в тяжелой форме, до такой степени, что я едва мог глотать. Было очень больно, это было в школе. То есть у вас есть эта инфекция, в конце концов она уходит в ремиссию, вы много лет хорошо себя чувствуете, затем у вас накапливается стресс, и, может, у вас есть дефициты питательных веществ, и тогда вирус выходит из ремиссии. Вы можете и не ощущать полноценную инфекцию, лишь отдельные признаки, один из которых — хроническая усталость или болезненность. Что выводит этот вирус из ремиссии? Главным образом — стресс. Это может быть потеря близкого человека, стресс на работе, что угодно еще, и вирус выходит из ремиссии. Если сложить стресс и дефициты питательных веществ, вирус может активироваться и вызвать крайнюю усталость. Также вирус Эпштейна — одна из причин болезни Хашимото, которая представляет собой аутоиммунный гипотиреоз. Если у вас болезнь Хашимото, обязательно посмотрите видео по ссылке внизу, а также принимайте селен. Он очень важен. В случае скрытой инфекции вам нужны высокие дозы витамина D. В исследовании, ссылка на которое будет в описании, высокими дозами витамина D считается 20 тысяч МЕ. На мой взгляд, это не так уж и много. Я бы рекомендовал 40 тысяч МЕ. Если это все про вас. Витамин D — один из самых мощных нутриентов, возвращающих вирус обратно в ремиссию. Второе — это цинк. В день вам нужно 30 мг цинка.
Фульвокислоты тоже хорошее средство. Их можно купить в товарах для здоровья. Если вы недавно на моем канале, вам определенно стоит узнать о здоровом кето и интервальном голодании. Они помогут устранить дефициты, а также помогут вернуть вирус Эпштейна-Барр в ремиссию. И давайте не будем забывать о стрессе. Надо делать все возможное, чтобы избавиться от стресса. Ведь пока стресс не нейтрализован, очень трудно вернуть вирус в ремиссию. Вторая причина, которая вызывает синдром хронической усталости, и это то, что было у меня. У меня было одновременно и то, страшное дело. Инсулинорезистентность. Что это такое? Инсулин — это гормон, который имеет много функций. Одна из этих функций, подобно ключу, открывать клетку, чтобы впустить топливо и нутриенты внутрь клетки. И если в организме выделяется много инсулина в течение долгого времени, это может быть токсично. И организм будет этому сопротивляться. И разовьется это состояние — инсулинорезистентность. От 65 до 70% населения, а то и больше, страдает ей, зачастую даже не зная об этом. Один из самых заметных подарков инсулинорезистентности — жир на животе. Если, глядя вниз, вы видите живот, скорее всего, она у вас есть. Если вы не можете протянуть больше 3-4 часов без перекуса, у вас она есть. Если вас тянет на сладкое, у вас она есть. Если после еды вы не чувствуете сытости, пока не съедите что-то сладкое, у вас она есть. Если вы часто встаете по ночам, чтобы помочиться, скорее всего, у вас она есть. Также инсулин понижает сахар в крови, так что инсулин связан с сахаром в крови и потреблением избыточного количества углеводов. Если вы потребляли много углеводов, как и большинство нации, то причина именно в этом. Итак, связь между инсулинорезистентностью и усталостью в том, что ваши клетки голодают без топлива. Особенно мозг и даже мышцы. Они будут уставшими, вам будет не хватать умственной энергии, будут проблемы с концентрацией. Есть хороший опыт, который вы можете провести над собой. Просто съешьте белковый обед. Только белки, можно немного овощей. Никакого сахара, никаких других углеводов. И посмотрите на свое самочувствие. Если усталость уйдет, то, вероятнее всего, у вас инсулинорезистентность. Это очень-очень легко исправить. Если вы начнете практиковать здоровое кето и интервальное голодание. У меня об этом около 500 видео. Но не обязательно сейчас смотреть их все. Посмотрите только те, которые указаны внизу в описании. Итак, вот они. 2 главные причины синдрома хронической усталости. Если вы все это поймете и примените то, что я показал, это самый простой способ избавиться от этого состояния. Спасибо за просмотр. Если вы еще не подписались, нажмите красную кнопку внизу и на значок колокольчика, чтобы получать уведомления обо всех моих новых видео. В ближайшие недели у меня выйдет несколько крутых, интересных видео. Кроме того, вы будете узнавать о предстоящих трансляциях вопросов и ответов, которые я буду проводить. Их вы тоже не пропускайте. Оставайтесь на канале, будет интересно.